Социальные сети и интернет сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они дают нам возможность общаться, делиться информацией и координировать наши действия. Однако не только обычные люди пользуются этими технологиями. Воры в законе также активно используют социальные сети и интернет для коммуникации и координации своих действий. С помощью социальных сетей воры в законе могут создавать закрытые группы, где обсуждаются новости и актуальная информация о предстоящих кражах. Они также используют мессенджеры для отправки шифрованных сообщений, чтобы обойти прослушивание со стороны правоохранительных органов. Благодаря интернету воры в законе могут быстро находить ценную информацию о местонахождении ценностей, охране объектов и планировать кражи заранее. Они также могут использовать виртуальные валюты для совершения платежей, которые сложно проследить для правоохранительных органов. Некоторые воры в законе также используют интернет для того, чтобы пропагандировать свой образ жизни, демонстрируя свои богатства, оружие и прочие атрибуты авторитетности. Они публикуют видео и фотографии в социальных сетях, чтобы показать свою мощь и убедить других, что им стоит присоединиться к их рядам. Однако использование социальных сетей и интернета в криминальных целях имеет и свои риски. Правоохранительные органы могут отслеживать активности воров в законе в сети и использовать эту информацию в своей работе. Также, некоторые воры в законе стали жертвами мошенничества и кибератак, что привело к раскрытию их секретов и арестам. Таким образом, использование социальных сетей и интернета для коммуникации и координации действий – это двуединый меч. С одной стороны, это дает ворам в законе возможность быстро и эффективно планировать свои преступления, с другой, это увеличивает риски их раскрытия и ареста. Кроме того, использование социальных сетей и интернета также может привести к тому, что воры в законе будут невольно раскрывать свои личные данные и информацию об их действиях, что в конечном итоге может использоваться против них в суде. Сегодня правоохранительные органы все более активно используют технологии для борьбы с организованной преступностью. Они могут прослушивать телефоны и отслеживать интернет-активность воров в законе. Также они используют базы данных и аналитические инструменты для обработки большого объема информации и поиска связей между преступниками. В конечном итоге, использование социальных сетей и интернета в криминальных целях – это рискованно и опасно. Воры в законе должны понимать, что правоохранительные органы всегда будут на их хвосте и использовать все возможности для их ареста и наказания. Поэтому, использование социальных сетей и интернета в криминальных целях может иметь серьезные последствия для воров в законе. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.